Глава 2031. Город Кровавых Ворон. Значит, этот город также сможет в определенной степени противостоять зверям-бабочкам. Похоже, мы приняли правильное решение, придя сюда, с улыбкой сказала женщина из семьи Е. Ранее я изучал воспоминания этих двух дьявольских существ, и кажется, что в этой области часто появляются все виды звериных приливов. Но они очень редко нападают на город Кровавых Ворон, поэтому этот город не такой простой, как кажется. Скорее всего, в городе нет ограничений, которые могут отменить эффект наших бусин притворства дьявола. Как только мы войдем в город, нам просто нужно будет замаскировать наши ауры до этапов преобразования божества и пространственной закалки, и мы должны быть в состоянии избежать чрезмерного внимания к нам, сказал патриарх длинной семьи. Все остальные кивнули, соглашаясь с этим. Таким образом, патриарх длинной семьи провел рукавом по воздуху, и дьявольская ци вырвалась из его тела, охватив всех, прежде чем броситься прямо к малиновой городской стене внизу. Вскоре после этого дьявольская ци исчезла, и Хань Ли и другие появились перед чернильно-черными городскими воротами. Около ворот находилось от 30 до 40 дьявольских охранников в зеленых доспехах, которые настороженно оценивали их с напряженными выражениями на лицах. Патриарх длинной семьи холодно фыркнул и высвободил свою огромную ауру стадии пространственной закалки, после чего на лицах охранников, большинство из которых находились на стадии зарождения души, немедленно появилось выражение уважения и даже благоговения. Лидером охранников было дьявольское существо стадии трансформации божества, и он поспешно подошел к группе Хань Ли. Тщательно задав несколько вопросов, он сразу же махнул рукой, после чего охранники открыли городские ворота, чтобы позволить Хань Ли и другим пройти. Для такого маленького города, как их, существо уровня пространственной закалки не было тем, кого они могли позволить себе оскорбить. Поэтому группе Хань Ли разрешили пройти с минимальными вопросами. На самом деле, при нормальных обстоятельствах, когда не было звериных приливов, допрос вообще бы никто не стал производить. В тот момент, когда он вошел через городские ворота, синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, когда он окинул взглядом фигуру, выгравированную на городской стене, которая состояла из нескольких дьявольских узоров. Он не знал, каковы были другие ограничения в городе, но это устройство было самым обычным и не заслуживало беспокойства. При въезде в город всех встречали ряды зданий разной высоты, большинство из которых были черно-красного цвета. Иногда попадались здания разного цвета, но все они были явно временными постройками. Между рядами зданий шли улицы, которые были достаточно широки, чтобы вместить рядом 3 повозки, запряженные животными. И в целом этот город был скорее большим городом, чем городом, и в нем проживало от 5 до 6 миллионов дьявольских существ. В городе было ограничение на полеты, гарантирующее, что над городом не летают дьявольские существа, кроме патрулирующих охранников, и город не был забит до отказа, но определенно был очень густонаселенным в это особое время. По улицам ходили всевозможные дьявольские существа, в том числе свирепые на вид, похожие на дьявольских зверей, а также некоторые, похожие на людей. Улицы были заполнены всевозможными магазинами и некоторыми зданиями, которые казались гостиницами. Многие дьявольские существа в спешке входили и выходили из этих зданий, и все они были довольно могущественными, причем большинство из них находились на стадиях формирования ядра и зарождающейся души, а иногда также можно было увидеть дьявольских существ на стадии трансформации божества. Что касается существ на стадии пространственной закалки, Хань Ли и другие до сих пор встречались только с 2 или 3, и все они были только на ранней стадии пространственной закалки. Пройдя некоторое время, они увидели вдалеке небольшую гору высотой в несколько тысяч футов. Вокруг горы стоял ряд пагод из серого камня, которые патрулировали элитные дьявольские существа в доспехах. На полпути вверх по горе стоял черно-красный каменный дворец, в котором, предположительно, проживал городской лорд Бинг Цинжэнь. Хань Ли бросил взгляд на каменный дворец, слегка сузив глаза в задумчивости. В этот момент патриарх длинной семьи внезапно остановился на перекрестке и сказал: «Давайте разделимся здесь. Я уверен, что все мы предпочитаем быть поодиночке. Мы снова соберемся здесь, чтобы продолжить наш путь, когда прилив зверей-бабочек будет отступать. В любом случае, этот город не такой уж большой, так что мы сможем легко связаться друг с другом, если что-то случится». Ко всеобщему удивлению, женщина из семьи Ю первой выразила свое одобрение, когда на ее лице появилась слабая улыбка. «Это хорошая идея. Я видела кое-что, что меня заинтересовало ранее, так что теперь я ухожу». Сразу после этого она отсалютовала всем перед уходом. Святая Дева Тысячи Осеней и ее спутники обменялись несколькими взглядами, прежде чем также уйти. Казалось, что они собираются держаться вместе. «Я тоже попрощаюсь, брат Лонг», — сказал Хань Ли, сложив кулак в прощальном приветствии. «Вперед, брат Хань», патриарх длинной семьи также ответил на приветствие. Таким образом, Хань Ли кивнул, прежде чем отправиться на ближайшую улицу. Патриарх длинной семьи посмотрел на уходящую фигуру Хань Ли, и только после того, как он исчез за углом, его улыбка постепенно исчезла. Затем он повернулся к длинноволосому мужчине и спросил: «Друг Даос Линь,
Вы готовы дать мне ответ на предложение о сотрудничестве, которое я вам предложил?» Услышав это, зрачки длинноволосого мужчины слегка сузились, и он нерешительно ответил. «Это довольно важный вопрос, поэтому мне нужно еще немного времени, чтобы подумать об этом, брат Лонг. Действительно, это требует тщательного рассмотрения. Нам предстоит долгий путь, так что у вас будет достаточно времени, чтобы обдумать предложение», с улыбкой ответил патриарх длинной семьи, по-видимому, совершенно не удивленный таким ответом. «Прими мою благодарность, брат Лонг», сказал длинноволосый мужчина, выражение его лица немного смягчилось. После этого они еще некоторое время болтали, прежде чем длинноволосый мужчина тоже ушел. «Брат Лонг, похоже, он может не принять наше приглашение. Как насчет того, чтобы мы вместо этого попытались завербовать эту женщину из семьи Е? В конце концов, согласно нашему первоначальному плану, кто-то из семьи Е на самом деле больше подходил бы для наших нужд», внезапно сказал старейшина Хуэй холодным голосом. «Это исключено. Она слишком настороженно относится к нашей длинной семье и, кажется, уже что-то почувствовала, так что она ни за что не согласится. Если бы мы спросили ее, мы бы только рискнули раскрыть наш план», тут же ответил патриарх длинной семьи, покачав головой. «Но этот человек явно просто успокаивает нас. Я обеспокоен тем, что даже если он согласится, в реальности он не захочет сотрудничать с нами», сказал старейшина Хуэй, нахмурив брови. На лице патриарха длинной семьи появилась странная улыбка, когда он усмехнулся. «Хе-хе, как только он согласится, я не позволю ему отказаться от своего слова. У меня есть средства для этого. Давайте пойдем в магазины материалов в этом городе, чтобы посмотреть, есть ли какие-то материалы, которые нам нужны. Магазины материалов в этом городе действительно стоит посетить. Я предполагаю, что все остальные, скорее всего, тоже посещают магазины материалов в городе, так что давайте пойдем в другом направлении, чтобы не наткнуться на них», предложил старейшина Хуэй. «Точно. Это и мои мысли. Пошли», с улыбкой сказал патриарх длинной семьи, прежде чем уйти с перекрестка. Святая Дева Тысячи Осеней и духовные существа медленно шли по улице, быстро общаясь друг с другом. Святая Дева Тысячи Осеней передала свой голос своим спутникам с обеспокоенным выражением лица. Печать Чжишуя подает признаки того, что ее снимают. Мы должны найти место, чтобы немедленно обновить печать. Что? Как это может быть? Последнее ограничение было наложено недавно. Как оно уже сниматься? Спросила фигура, окутанная белым светом. Я не уверена. Скорее всего, это потому, что мы находимся в царстве старших дьяволов. Как вы знаете, происхождение этой штуки в первую очередь связано с царством старших дьяволов, и огромное количество дьявольской ци в этом царстве, кажется, оказывает на него весьма значительное влияние, вздохнула в ответ Святая Дева Тысячи Осеней. Чжишуй у наш козырь, поэтому мы должны убедиться, что с ним не возникнет никаких проблем. Мы сразу же найдем какое-нибудь жилье и будем наблюдать, пока вы укрепляете печать, немедленно ответила фигура, которая источала колеблющийся белый свет. Это было бы лучше всего. Святая Дева Тысячи Осеней кивнула, и группа еще некоторое время шла по улице, прежде чем свернуть в переулок впереди. В конце переулка стояло высокое здание, похожее на торговый павильон, и они один за другим вошли в него. В багровом дьявольском магазине женщина из семьи Е принимала неизвестный кусок зеленой руды от бледнокожего дьявольского существа. Дьявольское существо произносило длинную речь об этом куске руды, в то время как женщина с улыбкой на лице вводила свое духовное чувство в кусок руды. Тем временем Хань Ли шел по узкой улице, по обеим сторонам которой стояли всевозможные прилавки разного размера. За каждым прилавком сидело или стояло дьявольское существо, и по той же улице ходило много дьявольских существ с мощными аурами. Некоторые из них горячо спорили с владельцами киосков, и на лице Хань Ли появилась слабая улыбка при виде этой знакомой сцены. Глава 2032. Чужеродный дьявольский металл. Сцена, развернувшаяся перед его глазами, заставила его вспомнить рынки, которые он посетил в человеческом мире и в царстве духов. Большинство товаров, выложенных на прилавке, представляли собой только низкосортные материалы и сокровища, но среди них были и ценные вещи. Очевидно, что более ценные предметы были довольно редки, поскольку не все дьявольские существа были готовы продавать свои предметы этим уличным торговцам по низким ценам. Тем не менее, это был особый период времени, в течение которого многие дьявольские существа были вынуждены оставаться в городе Кровавых Ворон. Поэтому определенно должно было быть много из них, которые хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы продать некоторые из драгоценных предметов из своих коллекций. Хань Ли шел по улице, быстро осматривая своим духовным чутьем прилавки по обе стороны от него. Многие из продаваемых товаров были похожи на предметы, которые можно было найти в царстве духов, за исключением того, что они содержали дьявольскую ци, а не духовную ци.
Конечно, были некоторые материалы, которые тоже были пропитаны духовной ци, но их было явно гораздо меньше, чем тех, которые содержали дьявольскую ци. Хань Ли не обращал никакого внимания на эти материалы, вместо этого сосредоточив большую часть своего внимания на необычных предметах, которые он никогда раньше не видел. Скорее всего, это были вещи, которые можно было найти только в царстве старших дьяволов. Что же касается продаваемых сокровищ, то их духовное чутье тоже быстро затушевывало. С его нынешним богатством средние сокровища высшего сорта просто больше не привлекали его. Что касается духовных сокровищ, шансы найти такие сокровища в таком месте были практически ничтожны, так что Хань Ли определенно не собирался их тут искать. Улица была не очень длинной, и по обе стороны от нее было всего 300 киосков. Спустя совсем короткое время он просканировал своим духовным чутьем большинство прилавков, и почти ничего не привлекло его внимания. Было несколько предметов, которые он осмотрел лично, но в конце просто положил их обратно, покачав головой. Все дьявольские существа, стоящие за прилавками, выглядели чрезвычайно угрожающе, но они сразу же уважительно улыбнулись, почувствовав базу совершенствования стадии пространственной закалки Хань Ли, не осмеливаясь проявлять никаких признаков недовольства. Хань Ли медленно шел вперед, и он становился все более и более разочарованным. Он обнаружил несколько типов материалов, которых не существовало в царстве духов, но для существа его калибра ни один из них не был таким уж полезным. Пока он раздумывал, не уйти ли ему с этой улицы и не посетить ли большие магазины в другом районе, из-за одного прилавка внезапно вырвалась мощная аура, и в то же время раздался яростный рев. «Я беру его, хочешь ты этого или нет. Вот дьявольские камни, которые ты просил, поторопись и отдай. Я уже говорил вам, что поднял цену. Если вы не можете предложить мне дьявольское сокровище высшего уровня или 10 дьявольских камней высшего качества, даже не думайте об этом». В ответ раздался холодный голос. «Я уже вчера заплатил задаток и приложил немало усилий, чтобы собрать эти дьявольские камни, а теперь ты завышаешь цену. Ты пытаешься выставить меня дураком?» Первый голос стал еще более разъяренным. «Хе-хе. Это мое, так что я могу назначить за него любую цену. Вот ваш вчерашний депозит. Если у вас нет дьявольского сокровища высшего сорта или 10 дьявольских камней высшего сорта, то проваливайте». Второй голос тоже не отступил ни на йоту. «Ты знаешь, кто я. Ты думаешь, что сможешь выставить меня дураком и выйти сухим из воды? Если ты не продашь его мне, я сломаю тебе все кости». Обладатель первого голоса начал угрожать. «Сломать мне все кости? Ха-ха, я даже не могу вспомнить, когда в последний раз кто-то осмелился сказать мне что-то подобное. Если вы думаете, что у вас есть то, что нужно, то можете попробовать». Усмехнулся владелец второго. В то же время из того же киоска вырвалась еще одна мощная аура. Такой громкий переполох и, естественно, привлек много внимания, и многие дьявольские существа собрались, чтобы посмотреть на разворачивающееся зрелище. Разве это не Хайфей из синих кабанов и Нюли из птичьих копыт? Что их так разозлило? Хе-хе, нас ждет хорошее шоу. Они оба достаточно сильны, трудно сказать, кто из них победит. Все зрители тут же разразились оживленной болтовней, и казалось, что эти два дьявольских существа были довольно известны в городе Кровавых Ворон. Синий свет вспыхнул в глазах Ханли, когда он быстро оценил ситуацию в киоске. Прилавок был окружен примерно дюжиной дьявольских прохожих. Два дьявольских существа, вовлеченные в ссору, были довольно угрожающие. Первый был около 30 футов ростом с несколькими изогнутыми рогами на голове, второй имел синюю кожу и был невысок. Последний и был владельцем ларька. Оба они находились на стадии преображения божества, причем один из них был на ранней стадии преобразования божества, а другой был на средней стадии преобразования божества. Крепкое рогатое дьявольское существо имело культивацию немного хуже, но его мощное тело говорило о том, что он был весьма продвинутым в искусстве совершенствования тела, поэтому было действительно трудно сказать, кто выйдет победителем в бою. Конечно, двух дьявольских существ на стадии трансформации божества было недостаточно, чтобы возбудить интерес Хань Ли. Он просто бросил на них случайный взгляд, прежде чем приготовился двигаться дальше. Однако, когда его взгляд скользнул по предмету, который держал синекожий владелец ларька, выражение его лица внезапно слегка изменилось, и он направился к ларьку. Всего через несколько вспышек он влился в группу дьявольских существ, стоящих вокруг прилавка, и пристально посмотрел на предмет в руке синекожего дьявольского существа. Это был кусок черно-белой руды размером с кулак, вспыхивающий холодным светом. Хань Ли обратил свое духовное чувство к предмету, и его зрачки сразу же сузились, когда на его лице появилось приподнятое выражение. В этот момент словесная перепалка стала очень горячей, и обе высвобождаемые ауры становились все более и более грозными, но по какой-то причине конфликт еще не перерос в физическую ссору. В этот момент с улыбкой вошел прохожий, который, казалось, был знаком с обоими дьявольскими существами. «Хе-хе,
это просто кусок чужеродного дьявольского металла. Из-за чего-то подобного драться незачем. Если кто-то из вас будет ранен или даже убит во время такой тривиальной перебранки, это просто того не стоит. Выражение лица синекожего дьявольского существа немного смягчилось, когда он сложил кулак в приветственном жесте. «Брат Тан, я не намеренно поднимаю цену, чтобы нацелиться на него. Просто этот кусок чужеродного дьявольского металла пропитан чужеродной дьявольской ци, которая гораздо более особенная, чем та, что можно найти в других кусках такого металла. Обнаружив это, я понял, что цена, которую я предложил вчера, была слишком низкой. Но он настаивает на покупке именно этого куска чужеродного дьявольского металла по прежней цене. В противном случае он мог бы легко купить кусок того же материала в другом киоске. Чушь. Если меня интересует этот конкретный кусок чужеродного дьявольского металла, почему я должен платить такую высокую цену? Вы намеренно подняли цену, прекрасно зная, что это особый кусок чужеродного дьявольского металла. Только вы, синие кабаны, можете сделать что-то настолько беспринципное. Здоровенное дьявольское существо возражало яростным голосом. «Как ты смеешь оскорблять наши синих кабанов? Я заставлю тебя заплатить за такие слова». Услышав это, на лице синекожего дьявольского существа появился ненормальный румянец, а в его глазах появился намек на безумие. Затем он взмахнул рукавом по воздуху, и полоса света метнулась прямо к руке массивного дьявольского существа, как молния. Однако здоровенное дьявольское существо уже было к этому готово, и тут же перевернуло руку, чтобы создать белый костяной щит. Как только полоса света собиралась ударить по щиту, перед массивным дьявольским существом внезапно появилась гуманоидная фигура, затем протянула золотую ладонь, чтобы ухватиться за полосу света. Вы двое планируете заставить стражников города вмешаться. Меня тоже интересует этот кусок чужеродного дьявольского металла, позвольте мне взглянуть на него. Гуманоидная фигура была никем иным, как Ханли, и в настоящее время он выпускал мощную ауру стадии пространственной закалки, заставляя выражение на всех лицах окружающих дьявольских существ резко меняться. Здоровенное дьявольское существо слегка запнулось, услышав это, прежде чем возмущенно вмешаться. Старший, это я был тем, кто... Ханли выпустил всплеск устрашающего духовного давления на дородное дьявольское существо, даже не оборачиваясь. «А, ты хочешь подраться со мной из-за этого куска чужеродного дьявольского металла?» Здоровенное дьявольское существо было немедленно отброшено на несколько шагов назад, и его лицо стало темно-фиолетовым, когда он выпалил встревоженные извинения, прежде чем быстро убежать, поджав хвост. Что касается других наблюдающих дьявольских существ, то они также рассеялись перед угрожающим взглядом Ханли. Между тем свирепый взгляд уже полностью исчез из глаз синекожего дьявольского существа, и он мог только заставить свое лицо улыбнуться, предлагая кусок чужеродного дьявольского металла Ханли. Вы тоже хотите этот кусок чужеродного дьявольского металла, старший? В таком случае вы можете получить его по первоначальной цене в 10 дьявольских камней. Хм. Чего ты так боишься? Ты боишься, что я грабитель, который заберет у тебя вещь, не дав денег? Ханли холодно хмыкнул, взмахнув рукавом по воздуху, чтобы взять этот кусок металла в руку для более тщательного изучения. Что вы? Я бы не посмел так подумать. Синекожее дьявольское существо тут же покачало головой в ответ. С устрашающей силой, которую только что продемонстрировал Ханли, ему было бы легко убить этого владельца киоска. Таким образом, синекожее дьявольское существо скорее отдаст этот кусок чужеродного дьявольского металла Ханли бесплатно, чем рискнет оскорбить могущественное существо на стадии пространственной закалки. Ханли игнорировал синекожее дьявольское существо, снова и снова рассматривая кусок чужеродного дьявольского металла, но выражение его лица оставалось совершенно неизменным, из-за чего было невозможно понять, о чем он думал. По прошествии целых 10 минут лазурный свет вспыхнул из руки Ханли, и кусок чужеродного дьявольского металла исчез, только чтобы быть замененным маленьким черным мечом, который Ханли бросил в синекожее дьявольское существо, сказав: «Этот летающий меч — первоклассное дьявольское сокровище. Его должно быть более чем достаточно, чтобы обменять его на этот кусок чужеродного дьявольского металла, но ты должен сказать мне, откуда ты взял этот металл». Глава 2033. Шар света и зеленая ци. Этот летающий меч был сокровищем, которое Ханли получил от одного из дьявольских лордов, которых он убил в царстве духов. Синекожее дьявольское существо приняло летающий меч и тут же провело над ним своим духовным чувством, после чего на его лице сразу же появилось приподнятое выражение. «Спасибо, старший. Я обменял этот кусок чужеродного дьявольского металла у другого торговца. И, похоже, до этого он уже несколько раз переходил из рук в руки. Поэтому, боюсь, я не знаю, откуда он изначально взялся. Он просил слишком высокую цену, когда продавал это первоклассное дьявольское сокровище. Поэтому он, естественно, был в восторге от того, что действительно получил то, о чем просил.
Для такой стадии трансформации божества, как он, было очень трудно найти сокровище высшего уровня. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он сказал: «Понятно. В любом случае этого куска чужеродного дьявольского металла мне должно хватить». После этого он повернулся, чтобы уйти. Синекожий дьявол намеревался выслужиться перед Хань Ли, но не осмелился сказать что-то еще и мог только сделать уважительный прощальный жест. Купив этот кусок чужеродного дьявольского металла, Хань Ли, естественно, не собирался уходить сразу. В течение следующих 4 часов он внимательно осмотрел все оставшиеся прилавки на этой улице, и ему действительно удалось найти 2 типа духовных лекарств, которых нельзя было найти в царстве духов, с помощью которых он мог усовершенствовать некоторые пилюли, что могли бы успокоить его сердце и разум. При употреблении во время совершенствования способности такие пилюли могут немного улучшить скорость прогресса, достигнутого во время совершенствования. Поэтому в долгосрочной перспективе они будут ему очень полезны. У Хань Ли уже был рецепт пилюли, и единственное, что мешало ему усовершенствовать ее, были те 2 типа духовных лекарств, которые вымерли в царстве духов. После этого Хань Ли покинул улицу и в приподнятом настроении отправился в несколько близлежащих крупных магазинов. К сожалению, почти все предметы, продаваемые в этих магазинах, предназначались дьявольским существам, и больше ничего ценного он не обнаружил. В этот момент было уже довольно поздно, и количество людей на улицах начало сокращаться, а магазины один за другим закрывались на ночь. Хань Ли арендовал отдельную комнату в гостинице и пока остался там. Он установил в комнате несколько уровней ограничений, и только после этого он вытащил этот кусок чужеродного дьявольского металла, прежде чем оценить его в тишине. Кусок металла сиял металлическим светом, но его поверхность была чрезвычайно бугристой и неровной. Как ни странно, этот объект не только выпускал плотную дьявольскую ци, но дьявольская ци также была перемешана с пучками духовной ци. Это был редкий материал, который содержал как духовную ци, так и дьявольскую ци. Однако Хань Ли купил этот кусок металла не только ради этого. Долго оценивая его в тишине, он вдруг бросил его вперед, и он завис в воздухе перед ним, когда он провел по нему пальцем. Полоса лазурного света вырвалась во вспышке, и кусок металла мгновенно был рассечен пополам. Из него тут же выпал предмет размером с горошину. Хань Ли сделал хватательное движение, чтобы взять предмет в свои руки, и оказалось, что это серая кристаллическая бусина. Значит, здесь действительно что-то скрывалось. «Мне нужно изучить это подробнее, чтобы увидеть, будет ли это полезно для меня», пробормотал Хань Ли с улыбкой, прежде чем ввести свое духовное чутье в бусинку. Однако в следующее мгновение выражение его лица резко изменилось, и он тут же отшвырнул хрустальную бусинку. Бусина внезапно вырвалась с грохотом, похожим на глухой удар грома, и начала испускать устрашающую ауру. В то же время толстый столб серого света вырвался из шарика, прежде чем ударить по ограничениям, установленным на потолке. Он шарахнул, как молния. Несколько слоев световых барьеров были разорваны, не в силах оказать какое-либо сопротивление, и только после удара по последнему барьеру столб света ненадолго остановился на своем пути. Во время этой задержки на доли секунды Хань Ли с мрачным выражением лица бросился в воздух над столбом света, прежде чем надавить ладонью вниз. Немедленно появилась гигантская сияющая золотая рука, и столб света полностью остановился. Однако выражение лица Хань Ли ничуть не смягчилось, когда он увидел это. Его пальцы слегка дрожали, а руку медленно отбрасывал назад серый столб света. На лице Хань Ли появилось удивленное выражение в ответ на это развитие событий, после чего он холодно хмыкнул, и его рука внезапно стала намного толще среди вспышки золотого света. Его рукав мгновенно разорвался, обнажив слой мерцающих золотых чешуек, и он медленно сомкнул пальцы. Вспышка огромной ограничительной силы немедленно возникла вокруг серого столба света, сдавив его в шар света диаметром в несколько футов, прежде чем в мгновение ика он был втянут в хватку гигантской золотой руки. Сразу после этого Хань Ли что-то пропел и наложил серию заклинательных печатей на гигантскую золотую руку своими 10 пальцами. Золотая рука расплылась, прежде чем превратиться в серию золотых рун, окутывающих серый шар света. Шар света изначально был в очень нестабильном состоянии и выглядел так, будто мог взорваться в любой момент, но он мгновенно потускнел и замер. Только тогда выражение лица Хань Ли немного смягчилось, и он снова спустился на землю, прежде чем взмахнуть рукой, чтобы взять шар света в свои руки. Сила, заключенная в шаре света, была поистине огромной. Даже Хань Ли не смог полностью подавить ее без использования истинного дьявольского искусства происхождения. Однако из-за ограничений, наложенных Хань Ли, шар стал очень тихим и спокойным, что резко контрастировало с устрашающей силой, которую он только что продемонстрировал. Хань Ли молча смотрел на шар света, нахмурив брови. Его немного удивила сила светового шара, но больше всего его интересовал тип энергии, сформировавший этот объект. Хань Ли намеренно купил этот кусок чужеродного дьявольского металла не только потому, что он увидел что-то внутри куска металла своим духовным зрением, но и потому, что его поразило чрезвычайно глубокое духовное чувство.
Это был определенно чрезвычайно ценный предмет, и он тоже казался очень важным для него. При своей нынешней базе совершенствования Хань Ли, естественно, очень серьезно относился к этим духовным сигналам. Эти сигналы появлялись очень редко, и не всегда гарантировалось, что они будут правильными, но их определенно нельзя было игнорировать. Несмотря на то, что Хань Ли лишь кратко осмотрел бусину своим духовным чутьем, прежде чем в тревоге вытащить ее, ему все же удалось кое-что ощутить. Однако, если он хотел получить какую-то полезную информацию, то требовалось дальнейшее исследование. Однако энергия, из которой был сформирован шар света, была очень особенной. И казалось, что нормальное духовное чувство сразу же становится чрезвычайно сильным при контакте с ним. Таким образом, все стало намного более проблематичным. Внезапно Хань Ли глубоко вздохнул, когда на его лице появилось серьезное выражение. В то же время он активировал и свою технику великого развития, и технику очищения духа, после чего его духовное чувство резко возросло. Сразу после этого в его глазах вспыхнул голубой свет, и серия почти прозрачных нитей света вырвалась из его глобели, а затем во вспышке исчезла в шаре света. Это были существенные проявления его духовного чувства, и их было более сотни, что ясно указывало на то, что духовное чувство Хань Ли достигло невероятно устрашающего уровня. В тот момент, когда эти нити исчезли в шаре света, он слегка вздрогнул и снова начал проявлять признаки нестабильности. Увидев это, Хань Ли немедленно влил больше магической силы в золотые руны, окружающие шар света, и они образовали золотую сеть, которая яростно сошлась во вспышке золотого света. В результате шар света моментально снова осел. Хань Ли вздохнул с облегчением, затем закрыл глаза и начал внимательно изучать шар света. Спустя несколько мгновений на его лице появилось ошеломленное выражение, которое тут же сменилось выражением экстаза. Однако это приподнятое выражение сохранялось лишь на короткое время, прежде чем сменилось озадаченным и нерешительным. Хан Ли сделал ручную печать, и все полупрозрачные нити были немедленно удалены. После этого он медленно открыл глаза, но его брови были нахмурены. Невероятно думать, что в этом мире есть что-то, что может полностью соединить дьявольскую ци и духовную ци. Это идеально подходит для моего истинного дьявольского искусства происхождения. И я должен быть в состоянии легко преобразовать его в магическую силу для себя, даже не очищая его. Неужели это действительно возможно? При этом невероятно. Разве это может быть так просто? Я тоже не помню, чтобы когда-либо видел какие-либо записи о чем-то подобном, нерешительно пробормотал Хань Ли. Ладно. Так и быть, я сначала попробую. Хань Ли вскоре принял решение и начал что-то напевать, делая серию ручных печатей, а затем внезапно протянул палец к шару света. Бугристая поверхность шара света тут же начала преображаться, и в конце концов среди вспышки света был извлечен участок размером с яйцо. Прежде чем эта извлеченная секция успела взорваться, пение Хань Ли резко прекратилось, и его рука метнулась вперед, как молния, чтобы схватиться за нее, после чего он немедленно высвободил свои истинные дьявольские искусства происхождения. Позади него появился золотой шип высотой около 10 футов, который постепенно становился яснее. В то же время серый шар света в его руках начал уменьшаться со скоростью, заметной невооруженным глазом, и полностью исчез через несколько вдохов. Как и ожидалось, истинная сущность в моем теле немного усилилась. И если бы я поглотил все это, улучшения были бы феноменальными. В глазах Хань Ли появилось приподнятое и взволнованное выражение. Что это за штука? В ней явно нет никаких примесей, так как же после процесса преобразования появилось так много примесей? Хань Ли пробормотал себе под нос, вытянув палец, и из кончика его пальца вырвалась струйка едва заметной зеленой ци. Хань Ли какое-то время оценивал пучок зеленой ци, прежде чем из того же пальца вырвался взрыв серебряного пламени, чтобы окутать его. Однако зеленая ци оставалась совершенно не затронутой серебряным пламенем, независимо от того, насколько сильно оно горело. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и серебряное пламя мгновенно рассеялось. Затем он щелкнул пальцем, и пучок зеленой ци вырвался вперед в виде полосы зеленого света, с легкостью пробив световые барьеры на противоположной стене. Глава 2034. Дьявольский аукцион. Хань Ли слегка запнулся, увидев это. Он всего лишь пытался отбросить зеленую ци, поэтому он, конечно, не думал, что она будет такой мощной. Внезапно вспыхнули пространственные колебания, и зеленая полоса света устремилась прямо к Хань Ли. Он, естественно, был ошеломлен таким развитием событий, но его реакция была очень быстрой. Золотой свет вспыхнул из его руки, когда он поймал приближающуюся полосу зеленого света, но выражение его лица сразу же потемнело, когда он разжал пальцы, только чтобы обнаружить, что зеленого света нигде не было. Зеленый свет полностью проигнорировал его невероятно мощное тело и беспрепятственно проник в его руку.
Хань Ли немедленно проверил свое внутреннее состояние, используя свое духовное чутье, и обнаружил, что струйка зеленой ци в настоящее время находится в его дантяне совершенно спокойно и стабильно. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он изолировал зеленую ци, используя огромный выброс истинной сущности, а затем снова вытеснил ее из своего тела. В этом случае зеленая ци вылетела из его тела всего на несколько футов, прежде чем мгновенно выстрелить в ответ. Истинная сущность, окутывающая его, не могла ни в малейшей степени воспрепятствовать ему. Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он мгновенно создал золотой барьер защитного духовного света, и в то же время синий свет вспыхнул в его глазах, когда он пристально посмотрел на приближающуюся полосу зеленого света. Зеленый свет пронзил его защитный духовный свет, как будто его даже не существовало, а затем немедленно вернулся в его дантянь, оставив его в полном замешательстве. После этого, как он не пытался изгнать зеленую ци, все заканчивалось неудачей, и он не мог ни уничтожить, ни очистить ее. Пучок зеленой ци, казалось, определил его тело как дом. Независимо от того, как далеко он был вытеснен или какое ограничение было применено к нему, он исчезал и тут же мгновенно возвращался в его тело. После того, как Хань Ли не удалось поймать зеленую ци даже с помощью пурпурного котла слова, выражение лица Хань Ли стало очень напряженным. Не похоже, чтобы эта зеленая ци причиняла какой-либо вред его телу, но как он мог отдыхать, зная, что в его теле находится тип чужеродной энергии? Тот факт, что зеленая ци каждый раз могла возвращаться в его тело с безошибочной точностью, указывал на то, что она каким-то образом заперлась в его душе. В таком случае он мог попробовать еще только одну вещь. Приняв решение, Хань Ли поставил ручную печать и начал читать заклинание, после чего позади него появилась золотая фигура с 3 головами и 6 руками. Затем проекция приняла существенную форму своего хозяина, после чего Хань Ли издал низкий крик и положил руку на макушку. Раздался глухой удар, и шар черного света мгновенно исчез в золотом теле. Это была не что иное, как его вторая зарождающаяся душа. Сразу после этого Хань Ли указал пальцем на золотое тело, а затем обратился к своей истинной сущности, чтобы снова изгнать струйку зеленой ци. В этом случае он исчез во второй зарождающейся душе в золотом теле и снова расположился в дантяне зарождающейся души. Там струйка зеленой ци осталась без каких-либо признаков возвращения в тело Хань Ли, и он глубоко вздохнул с облегчением, увидев это. Однако на этом он не остановился. После этого он наложил пальцами серию заклинательных печатей на золотое тело, и вторая зарождающаяся душа, казалось, совершенно неподвижно сидела внутри золотого тела, но дьявольская ци внутри ее тела вздымалась и образовывала серию черных рун. Эти руны окутывали струйку зеленой ци и мгновенно образовывали черный кристаллический шар, чтобы запечатать зеленую ци. Затем золотое тело рассыпалось и исчезло, открыв вторую зарождающуюся душу, у которой было спокойное выражение лица, когда она соединила свои ладони, прежде чем снова развести их. Появился черный хрустальный шар, который был пойман второй зарождающейся душой, после чего он исчез в теле Хань Ли в виде шара черного света. Хань Ли сделал краткую оценку состояния второй зарождающейся души и с облегчением увидел, что она осталась невредимой. Несмотря на то, что он не мог полностью изгнать зеленую ци, это не должно было вызывать у него никаких проблем теперь, когда она находилась под контролем второй зарождающейся души. Как только он найдет способ искоренить или усовершенствовать его в будущем, он сможет позаботиться о нем навсегда. Однако в течение этого периода времени для него было бы разумно использовать свою вторую зарождающуюся душу как можно меньше на случай, если что-то случится с этой зеленой ци. После этого Хань Ли снова обратил свое внимание на шар света, окутанный золотыми рунами, и обнаружил, что поглотил менее 1/10 его части. Но в то же время его истинная сущность была усилена в такой степени, как будто он посвятил 7 или 8 лет упорному культивированию. Если бы он превратил весь этот шар света в сущность дерева, это сэкономило бы ему более сотни лет культивирования, так что он, конечно, не мог отказаться от такого преимущества. После короткой паузы для размышлений Хань Ли провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить старый мерцающий золотой флакон. Флакон опрокинулся, и из его отверстия вырвалась вспышка пятицветного света, которая втянула серый световой шар внутрь себя. Затем флакон влетел в рукав Хань Ли и был бережно убран. Он уже решил, что сделает все возможное, чтобы найти больше этих кристаллических бусин в царстве старших дьяволов. Если бы он смог найти достаточное количество этих бусинок и решить проблему зеленой ци, возможно, он смог бы достичь вершины поздней стадии интеграции тела за очень короткое время. Если бы он мог это сделать, то это была бы блестящая возможность. Думая об этом, Хань Ли был довольно взволнован. Он поднял руку, чтобы снова взять хрустальную бусинку. Внедрив в нее свое духовное чувство, он обнаружил, что она была совершенно пустой, и вся специфическая энергия, которая в ней содержалась, исчезла. После непродолжительного колебания он спрятал бусину в свой браслет для хранения вместе с 2 половинками куска чужеродного дьявольского металла. Возможно, в будущем он сможет использовать эти предметы, чтобы выяснить истинное происхождение этого шара серого света.
Этот шар серого света обладал невероятным свойством быть способным напрямую превращаться в истинную сущность. Но кроме людей, подобных Ханли, которые использовали особое искусство совершенствования, такие как истинные дьявольские искусства происхождения, было очень мало людей, которые могли бы на самом деле воспользоваться этим видом энергии. Вдобавок ко всему, нужно было не только использовать особое искусство культивирования такого рода, но и обладать способностью ощущать этот тип энергии. В случае с Ханли это было сочетание его способности духовного зрения и глубокого чувства, которое он испытал в своем духовном смысле. Ханли был очень доволен полученными наградами и, завершив все свое исследование, начал медитировать. Он решил обыскать все магазины в городе Кровавых Ворон в течение следующих нескольких дней, чтобы посмотреть, сможет ли он получить какие-то другие награды, а также посмотреть, сможет ли он найти больше этих кристаллических бусин в других предметах чужеродного дьявольского металла. Прошла ночь без происшествий, и на следующее утро Ханли спокойно вышел из гостиницы, прежде чем медленно пройтись по магазинам на ближайшей улице. Город Кровавых Ворон не мог сравниться с настоящим городом, таким как город Глубокого Неба, но в нем все еще были тысячи магазинов. Поэтому даже за 2 дня Ханли не смог посетить даже половину из них. Хотя за это время он получил много неожиданных наград, а также нашел несколько кусочков чужеродного дьявольского металла, но не обнаружил никаких других кристаллических бусин, подобных тому, что он нашел ранее. Однако Ханли это не сильно обескуражило. В конце концов, что-то, что может напрямую усилить его истинную сущность, должно было быть очень редким, и было бы довольно странно, если бы он мог найти такие вещи в этом городе в больших количествах. В то же время Ханли собрал некоторую информацию о предстоящем аукционе, который должен был состояться в городе. Это был обычный аукцион, проводившийся 2 раза в год в городе Кровавых Ворон, и во время каждого аукциона высококлассные дьявольские существа, проходившие через город или остававшиеся в нем, приносили некоторые драгоценные предметы для продажи с аукциона. В частности, те, кто охотился на дьявольских зверей на пастбищах, продавали бесполезные материалы дьявольских зверей во время аукциона города Кровавых Ворон, а затем покупали на эти деньги полезные сокровища и пилюли. После этого они снова отправлялись на пастбище, чтобы продолжить охоту на дьявольских зверей, тем самым сэкономив много времени. Из-за появления потока зверей количество высококлассных дьявольских существ в городе было намного выше, чем обычно, поэтому количество и качество предметов аукциона также должно было быть значительно выше, чем на предыдущих аукционах. Судя по всему, планировалось продать несколько божественных дьявольских сокровищ и других легендарных сокровищ и материалов. Ханли, естественно, очень заинтересовался и планировал посетить этот аукцион, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь, что могло бы привлечь его внимание, а также продать ненужные дьявольские сокровища из своей коллекции за несколько дьявольских камней. Несмотря на то, что эти дьявольские камни почти не повлияли на его развитие, он планировал остаться в царстве старших дьяволов на несколько десятилетий, поэтому ему, естественно, пришлось приобрести некоторые из этих камней. Аукцион планировался через 3 дня, что дало ему как раз достаточно времени, чтобы обыскать большинство магазинов города. Аукцион проходил в огромном зале в центре города Кровавых Ворон, и Ханли прибыл в плаще, скрывавшем все его тело. Он также изменил свою собственную ауру, и, отдав несколько дьявольских камней дьявольской стражи у входа, вступил на территорию проведения аукциона. Зал имел круглую форму, а сверху донизу напоминал многоуровневую воронку. Помимо ряда круглых сидений из лазурного камня в зале, в центре была только черная прямоугольная каменная платформа, на стенах были выгравированы барельефы неизвестных Ханли зверей. Не прошло и 15 минут, как весь зал был полностью заполнен. Тут было 3 или 4 тысячи дьявольских существ высокого уровня. Многие из этих высококлассных дьявольских существ также носили большие плащи или скрывали свои черты с помощью дьявольской ци, так что Ханли совсем не выглядел неуместным. Через некоторое время, когда во всем зале практически не осталось свободных мест, маленькая дверь на нижнем уровне открылась, и из нее вышла человекоподобная фигура, прежде чем оказаться на прямоугольной каменной платформе. Вся болтовня в зале тут же стихла. Глава 2035. Пятицветные колокола темной крови. Это был сильно морщинистый дьявольский пожилой человек со смуглым лицом, и он со спокойным выражением лица подошел к каменной платформе. Он окинул взглядом окрестности, и его тело тут же изверглось устрашающей аурой, вызвав благоговение у многих из присутствующих более слабых дьявольских существ. Этот пожилой мужчина находился на вершине стадии поздней пространственной закалки, поэтому он был всего в одном шаге от стадии интеграции тела. В таком месте, как город Кровавых Ворон, могущественное существо такого калибра было действительно очень грозным. Я Юэ Линтянь, один из старейшин города Кровавых Ворон. Я уверен, что многие из присутствующих даосов знают меня. Владелец этого места пригласил меня провести аукцион, и я прошу всех вас соблюдать правила этого аукциона. В противном случае я буду вынужден вмешаться. Эти 8 уважаемых даосов и охранники, которые будут поддерживать порядок во время этого аукциона.
С их присутствием я уверен, что на этом аукционе не будет никаких вопросов безопасности, сказал пожилой мужчина, прежде чем хлопнуть в ладоши, и 8 дьявольских существ средней стадии пространственной закалки поднялись с переднего ряда сидений, а затем бесстрастно расположились вокруг каменной платформы. При виде этих дьявольских существ в толпе сразу же поднялся ажиотаж. Было совершенно ясно, что они были довольно известны в городе Кровавых Ворон, и многие люди смотрели на них с благоговением в глазах. Конечно, 8 существ на стадии пространственной закалки не вызвали никакой реакции со стороны Хань Ли. И в настоящее время он сканировал взглядом толпу, чтобы увидеть, присутствует ли здесь патриарх длинной семьи и другие. Присутствовали и потенциально дьявольские лорды, поэтому Хань Ли не высвободил свое огромное духовное чутье. Вместо этого он только использовал свою способность духовного зрения, чтобы увидеть, есть ли какие-либо дьявольские существа в подозрительной маскировке. Он некоторое время прочесывал толпу, но не обнаружил ничего подозрительного. Могло ли случиться так, что никто из остальных не пришел на этот аукцион? Это было довольно странно. Если подумать, после их разлуки Хань Ли не встречал никого из своих товарищей в городе. Независимо от того, был ли это патриарх длинной семьи или кто-либо еще, все они, казалось, выполняли свои секретные поручения. Как раз в этот момент пожилой дьявольский мужчина объявил о начале аукциона, и ближайшая дверь распахнулась, вслед за которой появилась вереница дьявольских женщин с тарелками в руках. У всех у них были элегантные фигуры, и они выстроились в ряд позади Юэ Линтяня. Юэ Линтянь махнул рукой, даже не повернув головы, и одна из женщин тут же уважительно шагнула вперед, прежде чем обеими руками поднять тарелку. Это первоклассное дьявольское сокровище пятицветные колокола темной крови. Оно состоит из 5 колокольчиков кровавого дьявола и способно вызывать у врагов дезориентацию, яд, медлительность, жажду крови и иллюзию, представил Юэ Линтянь спокойным голосом, снимая черную ткань, накинутую на блюдо. На блюде было 5 серебряных колокольчиков размером с большой палец, поверхность каждого из которых была покрыта черными дьявольскими рунами, и все они были соединены золотым кольцом. Что? Такое сокровище может войти в десятку лучших даже среди дьявольских сокровищ высшего класса. Но это то, что может усовершенствовать только мастер Ансгоры Облачного моря. Как это оказалось так далеко, в городе Кровавых Ворон? Кого это волнует? Только ради этого сокровища стоило прийти на этот аукцион. Интересно, какие еще бесценные предметы появятся после этого? Как только набор колоколов был открыт, весь зал снова разразился хриплой болтовней, и большинство присутствующих смотрели на колокола с восторгом и жадностью в глазах. Хань Ли тоже немного запнулся, услышав название этого сокровища. Пятицветные колокола темной крови. Почему это сокровище звучит так знакомо? Кажется, я где-то уже слышал о нем раньше. Размышляя об этом, Хань Ли погрузился в молчаливое созерцание, неподвижно сидя на своем месте. В этот момент торги уже начались. 5 миллионов. 6 миллионов. 8 миллионов. 11 миллионов. Несмотря на то, что это было всего лишь сокровище высшего класса, цена в мгновение ока поднялась до более чем 10 миллионов, и Хань Ли был очень удивлен, увидев это. Согласно знаниям, которые он получил о ценах на предметы в царстве старших дьяволов, обычное дьявольское сокровище высшего качества обычно стоило от 2 до 3 миллионов камней духа. Но эти колокола уже намного превышали эту цену, и ставки были высокими и по-прежнему продолжали быстро расти. Подождите минуту. Пятицветные колокола темной крови. Это звучит очень похоже на стеклянные колокола темной крови. Разве это не название сокровища, записанного в технике глубокой небесной очистки инструмента? Хань Ли наконец установил связь. Одна из страниц золотого нефритового фолианта, который он получил, содержала метод улучшения для интегрированной горы 5 крайностей, а также уточнения для нескольких типов приобретенных бездонных небесных сокровищ, и стеклянные колокола темной крови были одним из них. Однако, несмотря на то, что у Хань Ли был метод обработки этих сокровищ, ходили слухи, что необходимые материалы существуют в истинном бессмертном царстве, поэтому он не мог использовать эти методы обработки. Эффекты стеклянных колоколов темной крови звучали удивительно похожи на способности этих 5 чудесных пятицветных колоколов темной крови, и именно это привело его к этой связи. Может быть, это было простое совпадение, или это был тот случай, когда кто-то из царства старших дьяволов также обладал тем же методом обработки и непреднамеренно усовершенствовал такую копию сокровища. К несчастью для Хань Ли, несмотря на то, что он продал множество дьявольских сокровищ аукционному дому, и по оценкам, они были проданы почти за 10 миллионов дьявольских камней, этого явно было недостаточно, чтобы заполучить это дьявольское сокровище высшего класса. Более того, несмотря на то, что способности этого сокровища были довольно интригующими, это было только дьявольское сокровище высшего уровня, так что оно не принесло бы ему особой пользы. В лучшем случае ему было бы интересно что-нибудь изучить. Таким образом, Хань Ли мог только наблюдать, как торги продолжались.
В конце концов, сокровище было куплено таинственным дьявольским существом в маске с лазурным светом, исходящим от их тела за удивительную цену в 15 миллионов дьявольских камней. Многие из присутствующих высококлассных дьявольских существ немедленно начали заговор против этого дьявольского существа в маске, но после передачи дьявольских камней, необходимых для покупки пятицветных колоколов темной крови, дьявольское существо немедленно покинуло место проведения аукциона. Несколько других дьявольских существ в масках также ушли сразу же после этого, но Юэ Линтянь не обратил на это никакого внимания. Он снял ткань, накинутую на тарелку, которую держала вторая женщина, открыв синий кристалл размером с кулак, который испускал удивительную ледяную ци. Это внутреннее ядро зверя ледяной тыквы, и его можно использовать для переработки дьявольских сокровищ ледяных атрибутов или для переработки в несколько типов специальных пилюль. Стартовая цена будет 2 миллиона дьявольских камней. Лаконично объявил Юэ Линтянь. 2 миллиона 300 тысяч. 2 миллиона 500 тысяч. Ценность этого дьявольского ядра не могла сравниться с пятицветными колоколами темной крови, но это был также чрезвычайно ценный материал, поэтому его цена также быстро повышалась. В конце концов, он был приобретен тонким дьявольским существом за более чем за 4 миллиона дьявольских камней. После этого Юэ Линтянь раскрыл предметы на тарелках один за другим, и после того, как все они были проданы, на платформу прибыла еще одна группа дьявольских женщин со следующей партией предметов аукциона. Предметы, выставленные на аукцион, были похожи по своей природе на те, что появлялись на аукционах в царстве духов, в том смысле, что они в основном состояли из таких вещей, как материалы, лекарства и пилюли с вкраплениями случайных дьявольских сокровищ. Хань Ли просто смотрел, как один предмет аукциона продается за другим, не проявляя никакого намерения делать ставки ни на один из предметов. Только после того, как дьявольские сокровища, которые он продал аукционному дому, были проданы по высокой цене, на его лице появилась слабая улыбка. Тем не менее, ни один из аукционных предметов не смог затмить ошеломляющую цену первого дьявольского сокровища, а предмет, который был продан за вторую по величине цену, был пилюлей, которая могла увеличить шансы на успешное прохождение этапа очищения духа. Несмотря на то, что рост цены составил всего около 5%, пилюля по-прежнему продавалась за 13 миллионов дьявольских камней. Хорошо. Теперь мы подошли к финальной стадии нашего аукциона. Осталось всего 2 предмета аукциона, но я могу заверить вас, что оба они не менее ценны по сравнению с пятицветными колоколами темной крови, сказал Юэ Линтянь таинственным голосом. Точно по сигналу из входа вышли 2 великолепные дьявольские женщины, и на этот раз они не держали тарелок. Вместо этого одна женщина держала зеленую деревянную коробку длиной около фута, а другая была совершенно с пустыми руками. Все присутствующие дьявольские существа были очень заинтригованы, увидев это. Юэ Линтянь поднял руку, чтобы взять деревянную коробку в свои руки, затем снял крышку, чтобы открыть объект, похожий на белый кирпич. Затем он глубоко вздохнул, прежде чем объявить. Это священный кирпич, внутри которого содержится несколько видов искусств совершенствования, используемых священным предком Цилин более 2 миллионов лет назад. Стартовая цена — 30 миллионов дьявольских камней. Что? Священный предок Цилин? Священный предок, который был только ниже 3 патриархов во власти. Это невозможно. Как мог святой кирпич, содержащий его искусство совершенствования, появиться здесь? Даже если такое бесценное сокровище появится на аукционе, оно должно быть только в крупнейших аукционных домах священного города. Все вокруг сразу же взорвалось безумием. Некоторые дьявольские существа были в восторге, услышав описание предмета аукциона, в то время как другие были настроены более скептически. Пожалуйста, все успокойтесь. Наш аукционный дом уже провел оценку предмета, и мы можем заверить всех, что это действительно священный кирпич, оставленный мастером Целинем. Если окажется, что это подделка, наш аукционный дом возместит вам 10-кратную стоимость, за которую будет куплен этот предмет, поэтому будьте уверены. Что касается того, почему этот предмет появился на этом аукционе, то, естественно, для этого есть причины. Авторитетный голос Юэ Линтянь сразу же заставил все голоса утихнуть.